Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Очень рад приветствовать вас на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая уже стала одним из самых авторитетных, ожидаемых событий международного уровня в сфере науки и технологий. Вот коллеги только что рассказывали, что в работе конференции в онлайн-формате участвуют и внимательно следят за идущими здесь дискуссиями миллионы граждан нашей страны, но и не только нашей, со всего мира. Примерно половина аудитории – это молодые люди, новые юные исследователи и разработчики, которые непосредственно вовлечены в создание, развитие, использование продуктов, сервисов, опережающих время. Сегодня здесь же, в этом зале, на пленарном заседании присутствуют и победители Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту. Сейчас только вот коллеги уже об этом рассказывали. Я от души поздравляю их со значимым достижением. И давайте поприветствуем ребят. Уверен, что конференция такого высокого уровня будет крайне полезна для нашей и вашей будущей совместной работы в сфере образования, ну и карьерной, конечно, траектории. В том, что Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, большая роль принадлежит, конечно, Сберу. И хочу за это Сбер поблагодарить. А также Альянсу в сфере искусственного интеллекта. Он был создан 5 лет назад крупнейшими отечественными компаниями как раз здесь, на этой конференции. Хотел бы вас поздравить с его значимой рубежной датой и, безусловно, поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты, причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен. Их скорость этих перемен набирает обороты, силу, а значит, и нам с вами нужно, когда я говорю нам с вами, прежде всего обращаюсь, конечно, к российской аудитории, нужно наращивать это обороты, предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения. Отмечу, что только за прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей, например, творческих, так называемых креативных индустрий, где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим. Честно говоря, и мне казалось, что это невозможно, но теперь эти границы стираются. Так, генеративные модели создают музыку высокого качества в различных жанрах. В режиме реального времени синхронно переводят устную речь на десятки языков. Производят видео, которые уже не отличить от съемок реального мира. По тексту или картинке создают видеоигры. Вот сейчас только мне об этом рассказывали и показали. А также 3D-модели, цифровые двойники достаточно сложных систем. По сути, это означает наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств. Искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудночитаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на Земле, в воздухе и в водной среде. Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем оптимальным путем, в несколько действий. Крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти инновации и достижения в работу, идут в ногу со временем. Так, на основе новых решений Сбер представил сервис GigaChat Max, а Яндекс – 4-е поколение.
чат GPT. В развитии новых нейронных моделей продвинулись Т-банк, МТС, компания ВК. Просто, вы знаете, и вот те ограничения, которые вводятся в отношении России, российской экономики, подталкивают нас находить новые решения, и вы их находите. В чем принципиальная особенность того скачка, который сделали алгоритмы искусственного интеллекта? Они, сейчас только вот коллеги мне об этом рассказывали, они научились рассуждать, логически излагать свои мысли. То есть генеративный искусственный интеллект существенно улучшил свои именно когнитивные, мыслительные способности. Напомню в этой связи знаменитое изречение математика Рене Декарта, которое стало символом научной революции нового времени. «Мыслю, следовательно, существую». И это было в 16-17 веке еще. Да? До сих пор мышление, как и память, речь, умение понимать чувства других считались основополагающими характеристиками Homo sapiens, человека. При этом все больше экспертов, ученых говорят о том, что развитие способности к рассуждениям уже в обозримой перспективе приведет к появлению так называемого сильного искусственного интеллекта. То есть таких технологий, которые превзойдут людей в ключевых видах деятельности. Те процессы, на которые сейчас нужны годы, будут осуществляться, а в некоторых областях уже идут не за дни, а за часы, минуты и даже за секунды. Так, например, во всех областях науки, от генетики до создания новых материалов, растет масштаб и сложность исследований. При этом искусственный интеллект способен обрабатывать гигантские объемы данных, моделировать самые смелые эксперименты, находить новые решения для задач, как говорят ученые, с большим пространством поиска. И в результате в десятки, сотни раз сокращать путь от гипотезы до научного открытия. Очевидно, что наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта одно из ключевых условий научного, технологического и, что важно, мировоззренческого суверенитета нашей страны. Почему в том числе говорю о мировоззренческом суверенитете? Потому что алгоритмы, принципы работы искусственного интеллекта закладывают, безусловно, во всяком случае пока и в основном, закладывают люди, ориентируясь на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиций, на национальные особенности и интересы. Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами, самостоятельно создавать такие технологии. Ну, конечно, во взаимодействии с теми, кто хочет с нами работать. Добавлю в этой связи, что работа в области искусственного интеллекта должна опираться на прочный фундамент, созданный выдающимися отечественными философами, светскими и религиозными мыслителями, историками, лингвистами, признанными авторитетами в сфере гуманитарного и культурного знания. И, конечно, учеными, математиками, специалистами в области кибернетики, информатики. Но назову только некоторых из них, которых вы, безусловно, а вы специалисты, безусловно, знаете, опираетесь на их работы и достижения прошлых лет. Это Андрей Колмогоров, Алексей Ляпунов, Александр Галушкин. Наша прямая обязанность их наследие развивать, на равных участвовать в мировой гонке по созданию сильного искусственного интеллекта. Именно над передовыми решениями работают сейчас и российские ученые. Мы широкой публике известны имена наших деятелей искусства, и по заслугам, конечно, они широко известны и почитаемы. Имена ученых как-то звучат пореже. Я все-таки некоторых из них назову. Это Евгений Бурнаев, Александр Гасников, Иван Оселедец. Наши ключевые исследовательские центры в области искусственного интеллекта работают успешно. Мы приглашаем к совместной работе и ученых со всего мира. В этой связи предложение провести в России международный форсайт, своего рода стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы вместе подумать, в каком направлении будут дальше развиваться такие мощные технологии. Это позволит современно регулировать на возникающие вызовы и риски, использовать нестандартные решения,
и открывающиеся возможности, намечать новые направления научного прорыва и партнерства. Уважаемые коллеги, технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций. И чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все, без исключения, сферы нашей жизни. Думаю, будет правильно, если пример смелых передовых подходов покажет и само государство. Конечно, начинать нужно с себя. Вот сейчас коллеги только рассказали о том, как они помогают вашему покорному слуге подготовиться к прямой линии и годовой конференции, пресс-конференция, которая намечена на 19 декабря. Для приема, обработки и анализа обращений, а их ежегодно поступает несколько миллионов, сейчас впервые используется большая языковая модель, которую разработал Сбер. Результаты использования этого инструмента, честно говоря, вот я сейчас слушал, смотрел на это, они вызывают уважение и превосходят все ожидания. Что это означает на практике? Раньше операторы колл-центра, сотрудники Общероссийского народного фронта на этапе подготовки, сменяя друг друга практически круглосуточно, день и ночь, вручную отбирали поступающие вопросы по наиболее волнующим людей темам. А сегодня весь их полный объем, который раньше обрабатывался в течение года с участием большого количества специалистов, будет происходить совсем по-другому. Уже к началу программы, как сейчас вот рассказали коллеги, мы сможем увидеть, уже видим практически полную, объективную и всестороннюю картину, какие вопросы являются актуальными для людей, причем самых разных возрастов, поколений, профессий и так далее, для жителей конкретных населенных пунктов, городов, регионов, для всей страны. По результатам будут незамедлительно поставлены задачи перед конкретными ведомствами, губернаторами, министерствами. Да, вот сейчас только что рассказывали, уже сейчас наиболее актуальные вопросы поднимаются из этого всего массива, и ведомства уже приступили к их проработке и реагированию на них. Вот это вот в госуправлении такой зримый пример. Такой инструмент обратной связи с гражданами в полном смысле слова уникальный. Знаю, что у Сбера есть планы на основе опыта прямой линии доработать, улучшить этот продукт. Он будет крайне полезен органам власти всех уровней в их постоянной ежедневной работе. В целом, итоги такого серьезного, масштабного эксперимента будут иметь весомое значение для роста эффективности государственного управления. Прежде всего, полученный опыт должен быть использован при создании интегральных цифровых платформ. Их повсеместное внедрение не только в госуправление, но и в здравоохранении, в промышленности, на транспорте, в туристических отраслях, во всех сферах должно быть завершено уже в горизонте 2030 года. Такие платформенные решения должны стать основой для цифровизации систем управления субъектов Российской Федерации. Уже в ближайшие годы многие региональные сервисы, услуги должны предоставляться с помощью генеративного искусственного интеллекта. Я прошу правительства в выполнении этих задач помочь коллегам на всех уровнях, и в муниципалитетах, и в регионах. Реализация подобных подходов позволит в масштабе всей страны перейти к управлению на основе данных, автоматизировать бюрократические процедуры, обеспечить качественный иной уровень контроля и принятия решений. По сути, осуществить фундаментальный технологический переход во всей системе управления. В этой непростой, но очень важной работе нужно, безусловно, ориентироваться на лидеров, на тех, кто не боится нового, внедряет самые передовые решения. И, пользуясь возможностью, с удовлетворением назову регионы-лауреаты
национальные премии в области искусственного интеллекта. Для того, чтобы подстегнуть работу на региональном уровне, мы такой конкурс проводим. Так вот, победителями этого года будут Москва, Московская, Липецкая, Тульская и Тюменская области. Искренне поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов. Бурные аплодисменты. Спасибо. Дорогие друзья, опыт нашей страны в практическом применении искусственного интеллекта востребован в разных странах мира. Сегодня государства Азии, Африки, Латинской Америки, наши партнеры из СНГ, Евразес, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, других объединений формируют перспективные сектора экономики, внедряют инновации. Их общее стремление к развитию Россия, безусловно, разделяет и поддерживает. Отечественные российские компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира. Будем оказывать странам глобального Юга и Востока консультативную, техническую помощь в сфере искусственного интеллекта. И, разумеется, надеемся, что будем брать у партнеров их достижений. Реализовывать совместные проекты на основе равноправного доступа к знаниям, технологиям, научным достижениям. Такой приоритет зафиксирован в национальной стратегии искусственного интеллекта. Готовы содействовать созданию и применению генеративных моделей не только на русском, но и на других языках. Алгоритмы таких систем, как уже говорил, должны быть доверенными, то есть понятными, открытыми и непредвзятыми. Разрабатываться с учетом культурных, национальных особенностей каждой цивилизации с ее историей, идентичностью и традициями, к которым мы в России относимся с глубоким уважением. Уверен, что серьезный импульс такому сотрудничеству придаст Международный альянс национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС, других заинтересованных государств. Старт работе такого альянса дадим уже сегодня, насколько я понимаю, на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Рассчитываю, что к этому мероприятию будут присоединяться и новые иностранные участники, в том числе и мои коллеги, первые лица государства. Уважаемые друзья, коллеги, искренне желаю всем вам новых достижений, научных, технологических прорывов. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу всех поприветствовать здесь на нашей 9-й конференции. Мы 9-й год подряд встречаемся на этом мероприятии, которое становится одним из самых крупных на международном уровне. И я хочу начать с того, что, Владимир Ильич, поблагодарить вас за многолетнюю поддержку развития технологий в стране и искусственного интеллекта в частности. Конечно, это очень сильно драйвит всех участников Альянса искусственного интеллекта, которые занимаются развитием этой темы в нашей стране. Хочу поблагодарить за совместную работу правительство, администрацию президента, и регионы, и Академию наук, вузы наши партнеры. Сегодня в стране уже создана сеть вузов, которые являются центрами развития искусственного интеллекта. И все сегодня успехи, которые были показаны на стендах президенту, это совместная работа. Вы сегодня, Владимир Ильич, в своем выступлении уже сказали про искусственный интеллект, который впервые обрабатывает обращение граждан к вам на прямую линию. И мы подумали, что те темы, которые граждане нашей страны обозначили как самые злободневные для себя, они, скорее всего, являются злободневными не только для граждан нашей страны, но и для граждан любого другого государства. Это такие темы, как благоустройство городов, это дороги, это парковки, это городская среда, инфраструктура. Вторая тема – это государственное управление, эффективность государственного управления, эффективное расходование государственных средств, медленное исполнение судебных решений. Третья тема – это образование, устаревшие методики образования, стресс у детей из-за большого количества экзаменов, большая нагрузка на учителей.
Четвертая тема – это социальное обслуживание и защита. Это недостаток информации о действующих льготах и сложности с получением этих льгот. И пятая тема – это медицина. Доступность медицинских услуг и качество их. И мы попросили российских и международных экспертов, которые приехали на конференцию, поделиться своим опытом, и они расскажут, как искусственный интеллект уже сегодня помогает людям решать именно вот самые злободневные проблемы, которые были обозначены в обращениях граждан. И первое такое направление – это применение искусственного интеллекта для технологий так называемого умного города. Давайте обратимся к международному опыту. Объединенные Арабские Эмираты успешно создают и являются одними из лидеров в мире в создании умных городов. Там, где 50 лет назад еще была пустыня, сегодня построены технологические города с очень развитой, в том числе, цифровой инфраструктурой. И я хочу предоставить слово ее превосходительству доктору Айше Бин-Бишир. Она всемирно признанный эксперт по глобальной цифровой трансформации и эксперт в области инициатив умного города. И хочу попросить вас, доктор Айша, расскажите нам, что в этом направлении делается в Объединенных Арабских Эмиратах. Уважаемый господин президент, господин Греф, дамы и господа, для меня большая честь выступать перед вами сегодня с презентацией о преобразующем влиянии искусственного интеллекта на умные города. Мне, Айше Бин-Бишир, выпала честь возглавить эти преобразования как основателю проекта «Умный Дубай». Кто из вас все еще сомневается в возможностях ИИ? Сколько из вас использует искусственный интеллект каждый день? Да? Много? Сколько из вас все еще сомневается в возможностях, которые открывает искусственный интеллект? Да, то есть вы все верите. Давайте я вам расскажу маленький пример. 3 недели назад я выступала на похожей конференции. За час до моей сессии организаторы попросили прислать презентацию для вывода на экран. Я испытала панику, потому что мои коллеги были далеко в Дубае. Но я вспомнила про искусственный интеллект. Я вошла в одно из приложений, загрузила свою речь и попросила сделать 8 слайдов с тезисным изложением моей речи с простыми, но профессиональными изображениями. За 3 минуты все было готово. Вот так эффективно искусственный интеллект может расширять наши возможности. То же самое в умных городах. Искусственный интеллект приносит пользу руководителям, госсектору и гражданам, ощутимо улучшает их жизнь. Позвольте, я приведу вам несколько примеров того, как можно извлекать пользу из искусственного интеллекта. Наш опыт ОАЭ. У нас давно поняли, что технический прогресс зиждется на правильном руководстве. В 2017 году назначение первого в мире министра по вопросам искусственного интеллекта было смелым и дальновидным шагом в нашей стране. Но это стало сигналом всему миру о том, что Объединенные Арабские Эмираты всерьез стремятся занять место на переднем крае развития искусственного интеллекта. Принимая такое решение, руководство уполномочило госучреждения работать сообща, а также способствовало популяризации искусственного интеллекта среди населения и ускорило инвестиции в инициативы в области искусственного интеллекта. Руководство само по себе не может стимулировать трансформацию. Я знаю это на собственном опыте. Необходимо развитие госсектора. В Дубае каждое государственное учреждение получило полномочия на назначение куратора по искусственному интеллекту. Эта мера позволила перестроить процессы и внедрить возможности искусственного интеллекта в саму основу управления.
Давайте я приведу несколько конкретных примеров. Полиция в Дубае внедрила ИИ в свою систему предиктивной аналитики, и это снизило преступность в некоторых районах на 25% за счет анализа исторических данных. Это пример того, как искусственный интеллект может сделать города безопаснее. Управление по дорогам и транспорту Дубая внедрило ИИ для оптимизации транспортного потока. Результат — уменьшение пробок в часы пик на 15%. Например, на перекрестках теперь время горения сигналов светофора динамически меняется на основе данных, поступающих в реальном времени, и это сокращает среднее время поездки почти на 20 минут. В 2017 году я лично руководила созданием лаборатории когнитивных технологий на базе искусственного интеллекта совместно с компанией IBM. Эта инициатива позволила разработать дорожную карту Дубая по искусственному интеллекту, которая помогла правительству определить 52 сценария полезного использования, от госслужбы до транспорта и здравоохранения. Успех технологий зависит от поддержки людей. Понимая это, премьер-министр ОАЭ поручил правительству, шейх Мохаммед Барашт Аль-Мактум, поручил правительству изучить варианты использования инструментов генеративного ИИ, такие как ChatGPT. Это наиболее дружелюбный инструмент искусственного интеллекта. Когда моя мама испытывает потребность в чем-то, я ей рекомендую спросить у ChatGPT. Люди начинают чувствовать пользу искусственного интеллекта. Министерство образования применило ИИ для персонализации учебного процесса за счет анализа данных об успеваемости учащихся и предоставления индивидуальных рекомендаций. Это улучшило успеваемость на 15% всего за 1 год. В Дубае появились беспилотные автомобили под управлением искусственного интеллекта, а также умные парковки. В приложении «Умная парковка» искусственный интеллект используется для направления водителей к свободным парковочным местам, как результат сокращения времени поиска парковки на 30 минут и уменьшения расхода топлива. Управление здравоохранения Дубая внедрило искусственный интеллект в рентгенологические исследования. Точность маммографии улучшилась на 95%, время диагностики сократилось на 30% и спасло бесчисленное количество жизней. Хотя искусственный интеллект обладает огромным потенциалом, крайне важно обеспечить его соответствие общественным ценностям и этическим стандартам. В 2019 году я создала команду по разработке набора инструментов этической самооценки искусственного интеллекта. Это добровольная система, которая поможет компаниям и властям создавать справедливые, понятные, объяснимые, подотчетные и надежные решения на базе ИИ. Этот набор инструментов устраняет противоречия между инновациями и потенциальными рисками и позволяет заинтересованным сторонам уверенно применять этические подходы. Путешествие в мир умных городов с использованием ИИ, обусловленное дальновидностью руководства, расширением возможностей госсектора и вовлеченностью граждан, превратил ОАЭ в глобальный центр инноваций. Будь то сокращение пробок, улучшение здравоохранения или повышение безопасности, искусственный интеллект приносит вполне ощутимые результаты, меняющие жизнь к лучшему. В ходе моего визита в Москву я глубоко впечатлилась инициативой «Цифровой двойник» и той бесшовностью опыта, которую она создает как для москвичей, так и для приезжих. Чувствуется, что это безопасный, приветливый, чистый, отменно организованный город. Это пример того, как использование данных и искусственного интеллекта может повысить качество жизни в городе. По мере дальнейшего развития ИИ, давайте сделаем так, чтобы он остался инструментом расширения возможностей человечества и помогал создавать более умные, эффективные и поистине человекоцентричные города. Если позволите, господин президент, я хотел бы предложить 2 инициативы для дальнейшего усиления глобального лидерства Москвы в области инновационного развития умных городов. Во-первых, инициатива «Маяк». Это будет глобальная витрина технологических достижений Москвы. Москва может назначить своих представителей, чтобы привлечь не только туристов, но и инвесторов и лучших специалистов со всего мира. Использование социальных сетей и участие в международных мероприятиях позволило бы сделать Москву
центром трансформаций, основанных на искусственном интеллекте. Вторая инициатива — российский доклад о возможностях искусственного интеллекта. Это могло бы быть ежегодное издание, выпускаемое по итогам этой конференции, посвященное обширным возможностям, которые предлагает Россия в области ИИ и цифровой трансформации. Такой доклад мог бы стать одним из ключевых источников для инвесторов, ученых и правительств, что укрепило бы позиции России как инвестора в инновации в области искусственного интеллекта. Спасибо. Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали и участвуете в работе сегодняшнего мероприятия, организованного Сбером. А во-вторых, хотел бы отметить, я это знаю, по личным контактам с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, президент господин Нахаян уделяет этому огромное внимание и придает большое значение. И его усилия по этому направлению, по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни, по его развитию, они дают результаты. Мы знаем, на каком уровне международных рейтингов находились Арабские Эмираты в прошлом году, и знаем, что на этой лестнице, рейтинговой лестнице, ваша страна просто сделала невероятные достижения, достигла невероятных высот, просто на несколько этапов, на несколько позиций вверх поднялась. Что касается умных городов, то мы действительно в нашей стране внедряем все эти возможности, и Москва является одним из мировых лидеров. Это было и в прошлом году, и в этом году движение вперед продолжается. У нас тоже соответствующие рейтинги здесь национальные внедряются. Москва занимает, безусловно, первое место, потом идет и Санкт-Петербург, Московская область, и Екатеринбург, Казань, Пермь. Вот все это отслеживается, и выносятся определенные оценки, даются достижения в этой сфере. Вы назвали несколько направлений, но, конечно, это не все, это все, что и где применяется искусственный интеллект, ну, практически все области нашей жизни. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, это транспорт, это здравоохранение, это образование. И везде, ну, можно говорить бесконечно, наверное, а сидящие в зале люди, они как в основном специалисты в этих отраслях, они понимают, о чем я говорю. Мы все это стараемся делать. Одно из показательных направлений использования искусственного интеллекта – это, конечно, борьба с преступностью. Вы сейчас сказали об этом на примере деятельности и результатов работы полиции Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе в Дубае. И в Москве тоже такие же результаты. На первый взгляд, просто необычные, если не сказать потрясающие. Например, количество грабежей сократилось на 10,5%, а количество квартирных краж в Москве сократилось на 34,5%. В 34,5 раза сократилось. В первом случае не проценты, а тоже разы. В 10 с лишним раз сократилось. А количество квартирных краж почти в 35 раз сократилось в Москве. Именно из-за использования возможностей искусственного интеллекта. Поэтому вот во всех этих сферах, конечно, искусственный интеллект играет огромное значение, огромную роль играет, и без всяких сомнений это будет, возможности эти будут наращиваться, а мы постараемся все их использовать. Ваши предложения, которые я пометил для себя, и доклад о возможностях искусственного интеллекта, наши достижения, конечно, мы готовы пропагандировать, презентовать. Ну и вот это проект, который вы назвали «Маяк», безусловно, постараемся тоже реализовать, имея в виду достижения и предложения Москвы в области искусственного интеллекта и в области возможных инвестиций в Москву. Москва развивается, я считаю, что это один из лучших
мегаполисов мира, если по совокупности оценивать все, что делается в Москве. И есть что показать, и показывая это, есть возможности приглашать наших партнеров и друзей для работы в Москве. И это, конечно, безусловно, является очень привлекательным местом для инвестиций, причем в самых разных областях, и в сфере высоких технологий, в сфере промышленности, в сфере науки и образования. Будем вместе работать. Спасибо вам за ваше предложение. Коллеги, следующая тема – это эффективность государственного управления. Людей волнует, насколько быстро органы власти реагируют на их обращения, как судебные решения исполняются. И искусственный интеллект играет уже большую роль практическую в повышении эффективности госуправления. У нас в этом году даже федеральный бюджет Министерства финансов впервые делал использованием искусственного интеллекта. Он помогает в правильной классификации бюджетных расходов, привязывать направление финансирования к конкретным результатам, которые должны быть получены. Ну, есть и много других примеров использования и региональными органами власти искусственного интеллекта, и правительством России. Интересен опыт Китая. Летом этого года правительство Шанхая объявило о том, что оно создает специальный фонд на 100 миллиардов юаней, это более 10 миллиардов долларов, для инвестиций в искусственный интеллект, биомедицину и производство чипов. И поэтому наш следующий спикер – доктор Сун Хайтао, президент Шанхайского исследовательского института в сфере искусственного интеллекта. И доктор Сун расскажет, как искусственный интеллект применяется в государственном управлении в Китае и, в частности, в таком крупном мегаполисе, одном из передовых в Китае, в городе Шанхае. Доктор Сун, пожалуйста. Уважаемый господин президент, я очень рад вас видеть. Меня зовут Сун Хайтао, я из Шанхайского исследовательского института искусственного интеллекта. Также руковожу строительством Центра передового опыта Глобального альянса по промышленному искусственному интеллекту Организации Объединенных Наций. Я очень рад, что меня пригласили в прекрасную Москву принять участие в этой конференции AI Journey. Пользуясь случаем, я хотел бы поделиться с господином президентом и всеми вами практическими примерами работы Шанхайского института искусственного интеллекта в области исследований и разработок технологий ИИ и их промышленного внедрения, а также применением технологий ИИ в различных отраслях промышленности Шанхая. Шанхайский институт искусственного интеллекта – это платформа для исследований, разработок и промышленного внедрения в области ИИ, совместно созданная правительством города Шанхай и Шанхайским университетом Дзяотун в 2019 году в целях реализации основных решений председателя КНР Си Цзиньпина по развитию искусственного интеллекта. Ориентируясь на реальные данные, реальные сценарии и реальные проблемы, институт последовательно проводит качественные исследования ключевых технологий и внедрение научно-технических достижений в области искусственного интеллекта. К настоящему времени он превратился в исследовательскую организацию, имеющую значительное влияние в области искусственного интеллекта в Китае. Мы успешно создали и инкубировали ряд влиятельных в отрасли технологических компаний с совокупным объемом финансирования более 4 миллиардов юаней, а стоимость инкубированных компаний превысила 30 миллиардов юаней. Среди этих компаний такие компании-эталоны, как G-Yuan Robotics, первая в Китае научно-техническая компания по производству антропоморфных роботов, выпустила 5 моделей коммерческих роботов двух типов. Через полгода после основания получила статус глобального предприятия единорога. Всего за 6 месяцев. Это можно представить темп развития искусственного интеллекта в Китае. В общей сложности компания выпустила 5 моделей коммерческих роботов. Вторая компания Dexterous Intelligence, первая в Китае компания, серийно выпускающая роботизированную ловкую руку с 5 пальцами, имеющую 9 степеней свободы суставов и срок службы более 150 тысяч сгибаний. Для такого города, как Шанхай, это очень важно для, допустим, внедрять в медицине, в больницах. Может решать вопросы по навигации на парковках, в больницах и так далее. Мы реализуем, наша компания Shangyong Interchange, технологическое предприятие,
реализующая умную навигацию до парковочных мест и так далее. Сегодня пятая промышленная революция, основанная на технологии искусственного интеллекта, придает мощный импульс современной науке и технологиям, становится важной силой в реорганизации глобальных ресурсов, трансформации глобальной экономической структуры и изменения глобальной конкурентной среды. Китай начал широкомасштабное использование больших языковых моделей во многих областях. Генеративный искусственный интеллект вступил в период взрывного роста. В Шанхае технологии как уже говорил господин Греф, технологии искусственного интеллекта уникальным образом способствуют повышению эффективности и прозрачности работы правительства. Интеллектуальные средства автоматически решают сложные задачи по сведению данных, архивации документов. В 2 раза повысилась эффективность управления информацией. Скорость реагирования на чрезвычайные ситуации увеличилась на 30%. Кроме того, технологии искусственного интеллекта с помощью систем интеллектуального принятия решений предоставляют государственным служащим научно обоснованные рекомендации по принятию решений и оптимизируют распределение ресурсов. В то же время применение технологий искусственного интеллекта помогает рационально распределять и экономить государственные бюджеты, а также за счет интеллектуализации и учета всего процесса распределения обеспечивать справедливое и равноправное распределение ресурсов. К настоящему времени в Шанхае издано в общей сложности 873 правительственных руководящих документа, касающихся индустрии ИИ. Объем городской индустрии ИИ приближается к 400 миллиардам юаней, а совокупный годовой темп роста составляет более 30%. В Шанхае в этом году создан фонд фондов искусственного интеллекта объемом 22,5 миллиарда юаней и экофонд искусственного интеллекта объемом 10 миллиардов юаней. Мы твердо верим, что технологии искусственного интеллекта должны служить всему человечеству. В сентябре этого года Организация Объединенных Наций организовала в Шанхае международный семинар по наращиванию потенциала ИИ, пригласив на обучение в Шанхай чиновников из 38 стран мира. Во время пребывания участников в Шанхайском институте искусственного интеллекта мы обменялись идеями, изучили возможности совместного использования и развития технологий ИИ на глобальном уровне. И эта модель глобального сотрудничества стало важным примером применения ИИ для всеобщего блага. Всего, как я уже говорил, чиновники из 38 стран приняли участие в этом мероприятии. В июле этого года на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае правительство Китая и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию ЮНИДО подписали соглашение о создании Центра передового опыта Глобального альянса по промышленному искусственному интеллекту и начали его строительство в Шанхае. Во время 16-й встречи лидеров стран БРИКС в Казани в октябре этого года председатель КНР Си Цзиньпин официально презентовал этот центр, в том числе и вам, господин Путин, этот центр, и приветствовал активное участие всех стран мира в его работе, что в полной мере продемонстрировало ответственное отношение Китая к развитию искусственного интеллекта и управлению им. В целях реализации важного консенсуса, достигнутого на встрече глав государств Китая и России, Шанхайский институт искусственного интеллекта подпишет меморандум о сотрудничестве со Сбербанком с господином Грефом для продвижения китайско-российских технологических исследований, разработок и промышленного сотрудничества в сфере ИИ. Это сотрудничество затронет области жизни и здоровья, финансовых технологий и интеллектуальной робототехники и свидетельствует о совместном стремлении к созданию более умной, эффективной и безопасной экосистемы индустрии искусственного интеллекта. Мы вместе сможем построить более открытое будущее умной экономики. Мы открываем новую эру интеллекта и создаем новое индустриальное будущее. Спасибо большое, господин Путин. Спасибо всем. Мне очень приятно поделиться с вами этим. Мы регулярно общаемся с председателем Китайской Народной Республики, господином Си Цзиньпинем. Я прекрасно знаю, как он относится к инновациям в целом, к важнейшим элементам прогресса сегодняшнего дня, в том числе к искусственному интеллекту. Это человек, который смотрит в будущее. Это я могу сказать совершенно определенно по взаимной работе с ним. И не случайно, что господин Си Цзиньпинь поддерживает те начинания, о которых вы сейчас сказали. Шанхай я тоже знаю очень хорошо. Это город-побратим Санкт-Петербурга. И бывал там еще, когда работал в Петербурге. И прекрасно отдаю себе отчет в том, как меняется Шанхай, какими темпами идет эта работа, как он преобразуется и внешне, и внутренне, имея в виду
использования современных инструментов управления. Вот то, что ваш институт Зяоту используется властями Шанхая, это, безусловно, ведь не только ваша задача, имея в виду ваши достижения, иначе нечего было бы использовать, а это и те ориентиры, которые используют для себя власти Шанхая. И мне очень приятно услышать, что вы наметили, господин Сунь Хайтау, наметили подписать и соглашение со Сбером. Я думаю, что будет и вам интересно, и Сберу будет интересно, потому что Китай в целом делает просто огромные шаги в своем технологическом развитии и в применении важнейших инструментов этого развития. Конечно, искусственный интеллект, которым вы занимаетесь профессионально, это один из таких важнейших инструментов. Что касается того, где можно использовать, мы уже об этом говорили, коллега вот из Арабских Эмиратов тоже сказала, ну действительно, везде, во всех сферах государственной власти и управления. Но очень важным в этом смысле является то, что вы так как бы вскользь упомянули, но я полагаю, что это важным является и для самих органов управления, и для граждан, а именно применение искусственного интеллекта позволяет не только увеличивать скорость принятия решений, иметь обратную связь, но и ведет к оптимизации расходов, к оптимизации ресурсов, и финансовых, и земельных ресурсов, и ресурсов по использованию воды, электричества и так далее, и так далее. По всем направлениям делает работу органов власти гораздо более эффективной. Это совершенно очевидно. Но есть еще одна важная вещь, на которую я хотел бы обратить внимание. Для всех стран это имеет значение. Что имею в виду? Это борьба с коррупцией и злоупотреблениями со стороны власти. Потому что использование искусственного интеллекта делает принимаемые решения прозрачными и дает людям возможность это все проконтролировать. Они, эти решения, принимаемые на основе искусственного интеллекта, являются обоснованными и понятными для людей. А все это вместе создает очень устойчивую внутриполитическую обстановку, потому что самое главное вот в решении вопросов подобного рода – это доверие со стороны людей к тому, что делает власть. А искусственный интеллект, безусловно, помогает это делать. Поэтому это очень важно. И, безусловно, со своей стороны поддержу все ваши начинания, связанные с продолжением сотрудничества с российскими структурами в этом сегменте, и в том числе со Сбером, как одним из лидеров по развитию искусственного интеллекта в России. Спасибо. Следующее направление – это образование. В России фактически все технологические компании инвестируют в образование, создают платформы для профессионального обучения, для школьников, для студентов. И компания Яндекс имеет целый набор своих решений, компания ВК. Сегодня на стенде Т-банк показывал свои решения в части образования. И мы, конечно, тоже вовлечены в этот процесс. И совместно с нашим партнером по Альянсу, Фондом прямых инвестиций российским, мы стараемся эти решения поставлять на экспорт, поставлять за рубеж. И люди называют в своих вопросах эту тему очень актуальной. В первую очередь их волнует, как я уже сказал, нагрузка на учителей, стресс учеников в связи с перегрузкой, введением новых предметов, и эффективность и современность образования, актуальность его. Как научить школьников тому, что завтра будет актуальным, когда они станут работниками. И я хотел бы предоставить слово нашему эксперту из Индии, господину Акашу Гуглани, который является экспертом по технологической политике и политике, в частности, в области образования. Он разрабатывает стратегические документы в области искусственного интеллекта и специализируется на международном технологическом сотрудничестве. Господин Гуглани, прошу вас.
Спасибо большое, господин президент, господин Греф, спасибо за вопрос. Спасибо организаторам. Позвольте представиться. Я представляю Digital India Foundation, это некоммерческий фонд из Нью-Дели. Мы работаем в таких областях, как оценка искусственного интеллекта, создание цифровой публичной инфраструктуры. Мы также консультируем правительство. У нас есть инвестиционный фонд на $1,5 миллиарда, который занимается этими вещами. Я преподаю в университете курсы по экономике данных и так далее. Если вы посмотрите на глобальный ландшафт, 3 крупных проблемы. Во-первых, 69 миллионов студентов не имеют доступа к образованию. Порядка 68 миллионов учителей не хватает. Что делать? У нас разрыв в качестве преподавания процентов 40, 47, 48. Что делать? Последние несколько лет искусственный интеллект очень много сделал. Искусственный интеллект стал гораздо лучше в разговорном взаимодействии с людьми. Что делать для улучшения ситуации? Мы можем предоставлять доступ онлайн к искусственному интеллекту. У нас более 120 тысяч школ в Индии, которые работают всего с одним учителем. Разумеется, можно наращивать возможности этих школ, применяя искусственный интеллект. В России, в других уголках мира очень много административной работы на учителях. Порядка 70% времени они тратят на это. В Индии они даже в выходные вынуждены работать из-за этого. Искусственный интеллект может работать наставником 24/7, круглосуточно без выходных. Как вначале было сказано в выступлении господина Путина, можно применять искусственный интеллект, кастомизируя учебные курсы и учебные программы для каждого ученика. Вот такие возможности искусственного интеллекта. Но если посмотреть поглубже, здесь 2 крупных проблемы. Нужно очень много данных для работы искусственного интеллекта. Давайте посмотрим на их источники. Веб-поиск, GPS и прочие источники данных, все эти данные находятся в руках крупных компаний. Это монополизированные ресурсы. Если позволите, я задам вопрос. Вы хотите, чтобы будущее ваших детей определялось очень узким кругом компаний, технологических компаний, или вы хотите, чтобы это будущее определялось вашими сообществами, обществом в целом, отдельными людьми? И здесь я предлагаю индийское решение, цифровая публичная инфраструктура, общая платформа. У нас уже несколько миллионов студентов здесь обучается. Несколько сотен тысяч учеников преподает. Мы прошли уже колоссальное количество учебного времени. Очень много учебных курсов было изучено. И все это связано с общими образовательными организациями. Если студенты хотят пользоваться публичными информационными ресурсами, пожалуйста. Вот так выглядит этот ландшафт, вот так выглядит моя точка зрения на эту проблему. Я считаю, что мы должны инвестировать в публичную цифровую инфраструктуру, которая была бы доступна на общественных началах. Вопрос второй. Как обучать искусственный интеллект? И как обучать учителей пользоваться искусственным интеллектом? Искусственный интеллект должен дополнять возможности учителей. Он не должен их заменять на 100%. Я предлагаю глобальные образовательные стандарты в этой сфере. Представим себе, что ученики занимаются при помощи искусственного интеллекта. А что можно сделать для оценки результатов этого обучения? Искусственный интеллект может помочь и здесь. И это могут быть не обязательно национальные стандарты, они могут быть трансграничные стандарты. И у нас более 22 официальных языков в Индии, а искусственный интеллект работает преимущественно на английском языке. И, наконец, последний важный момент. Нельзя делать так, чтобы
даты, чтобы данные были абсолютно проприетарными для разработки искусственного интеллекта, потому что тогда искусственный интеллект очень сильно будет находиться под влиянием этих компаний, которые его разрабатывают. Как я сказал, суверенитет данных — это важно. Нельзя оставлять разработку искусственного интеллекта и анализ данных исключительно в руках проприетарных разработчиков, частных компаний. Я считаю, что эта точка найдет отклик во всем мире, и, в принципе, мы можем использовать эти стандарты как некий пароль, некий коммуникативный код. Спасибо большое. Позвольте прокомментирую, тоже два слова скажу. Я полностью с вами согласен в том, что нельзя всю эту работу, в особенности применения возможностей искусственного интеллекта в образовании, отдавать на откуп крупным компаниям, за исключением Сбербанка. Это первое. Второе, на что хотел бы обратить внимание, и считаю это очень важным, наши позиции здесь с вами совпадают полностью. Вы сказали, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, он должен их дополнять. Здесь вот полностью с этим согласен. Наверное, наступит какой-то момент когда-то, а может быть даже довольно скоро, когда действительно эта грань тоже сотрется. Но сегодня все основные задачи, в том числе и формулируя возможности и задачи для искусственного интеллекта, все-таки делает человек, учитель. И на сегодня, пожалуй, только учитель может побудить ученика, особенно молодого человека прежде всего, о них идет речь, побудить и заинтересовать в необходимости получения каких-то знаний вообще, а если речь идет о дополнительных знаниях, тем более. Поэтому я с вами полностью здесь согласен, разделяю эту позицию. Очень важно, конечно, соблюдать так называемый суверенитет, о котором вы сказали, то есть защищать данные персональные. Это еще важнее в области здравоохранения, но и здесь тоже. Очень важно для нашей страны, так же, как и для Индии. Индия многонациональная, многоконфессиональная страна. Вот вчера только встречался с вашим министром обороны, и он напомнил о том, что хинди и приверженцев определенной индуистской религии, ну там очень много. Это самое большое количество населения. Но далеко не все. И столько много всяких применяется, используется языков. Такая огромная страна, 1,5 миллиарда человек, и такой темп прироста населения по 10 миллионов ежегодно. Просто, конечно, в этом смысле для Индии, так же, как и для России, у нас ведь тоже 190 этносов проживает в России. Тоже огромное количество языков. Да, конечно, здесь очень важно поддерживать в данном случае, в нашем случае, поддерживать значение русского языка как языка государственного, как языка общения всех народов Российской Федерации. Но в контактах с нашими иностранными партнерами, да и подчас сегодня, значит, и внутри страны, конечно, возможности искусственного интеллекта для перевода с одного языка на другой чрезвычайно важны. Я согласен. Особенно это относится к развитию партнерских, дружеских, профессиональных отношений с другими странами. Поэтому это, безусловно, нужно использовать. И вот ваше предложение сделать это образование с помощью искусственного интеллекта публичным, что, как вы сформулировали, во всяком случае, так был перевод, тоже я считаю абсолютно верным. Ну и, наконец, для нашей страны, я так понимаю, что и для Индии, и с ее территорией, с ее большим количеством населения, очень важно, чтобы любой человек, который хочет получать новые знания, вообще развиваться, получать образование, где бы он ни находился, имел равный доступ к этим возможностям. И, конечно, с использованием современных методов обучения, тем более с помощью искусственного интеллекта, можно эту задачу решить.
При том, что для семей с небольшими доходами чрезвычайно важно иметь доступ к новейшим инструментам получения образования без того, чтобы прибегать к помощи репетиторов, на оплату услуг которых у большого количества семей денег нет. Вот все это чрезвычайно важно. Мы именно по этим направлениям в данном случае вместе с вами будем двигаться. Вам большое спасибо за те идеи, которые вы сформулировали. Кстати, с премьер-министром Моди мы постоянно, встречаемся, когда говорим об этом. Ну, вы знаете, кроме его идеи «Делай в Индии», что, естественно, понятно, да? Но это человек, который устремлен в будущее. Это можно гарантированно утверждать. Мы все время говорим об этих возможностях. Но вы наверняка это чувствуете. Премьер-министр со своего уровня все время старается подтолкнуть развитие Индии именно в этом высокотехнологичном направлении. И результаты есть. Самый большой темп роста экономики сегодня среди крупных экономик мира наблюдается как раз в Индии. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Мы тоже считаем, что, наверное, образование – это сфера, где искусственный интеллект никогда не сможет заменить учителя. Процесс воспитания человека может быть качественно реализован только другим человеком. И фигура учителя является ключевой. Престиж профессии учителя и высвобождение времени, максимально времени учителя от бумажной волокиты и возвращение учителя ученикам, это, наверное, самое важное, что могут сделать технологии, в том числе искусственный интеллект. И спасибо вам большое за поддержку. Я думаю, что мы постараемся вместе с нашими коллегами, и в том числе из Индии, поработать вместе, чтобы лучшие практики принести на российский рынок. Сейчас коллеги, когда презентовали различные направления работы по линии Сбера, говорили, что применяя искусственный интеллект в сфере, которую мы сейчас рассматриваем, образование, там удается минимизировать время учителя и избавить его от несвойственных ему функций, как раз, по-моему, минимум 20%. Абсолютно так, Владимир Ильич. 20% времени уже первые эксперименты показывают, что 7 тысяч учителей пользуются помощником, и 20% времени высвобождается, и это время можно использовать на общение с учениками. Это критически важно в процессе. У нас в России есть целый ряд регионов. Владимир Ильич назвал, собственно, почти все регионы, победители в конкурсе по искусственному интеллекту. И, конечно, доминирует здесь Москва. Москва много лет уже занимается инвестициями в искусственный интеллект. И спасибо большое им, потому что благодаря их данным мы можем обучать качественным моделям. И один из лидеров, победителей регионов – это Липецкая область. И здесь у нас присутствует вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова, которая занимается как раз социальными вопросами. И если можно было бы, Оль, если бы вы поделились тем, как вы используете искусственный интеллект в ускорении и в повышении качества предоставления социальных услуг для людей, потому что тема социальной помощи, качество ее является топом в вопросах прямой линии к президенту. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, дорогие друзья. И сегодня я расскажу вам о 3 примерах в социальной защите, которые реализованы нашим губернатором в части предоставления мер поддержки. Как вы думаете, какое количество мер предоставляется в Липецкой области? Их больше 100. Конечно же, простому жителю сложно разобраться во всех этих мерах, выучить их. Я вам даже больше скажу, те, кто реализует эту поддержку, тоже пользуются подсказками. Отдельная история, когда нужно подать заявление на эту меру. Это просто удивительное, увлекательное путешествие. И с другой стороны медали, наш сотрудник, который, например, вводится новая мера поддержки на детей, утром приходит на работу, а к нам за ночь прилетело порядка 50 тысяч заявлений. И нам нужно обязательно их отработать в необходимый срок. И вот первый пример решения этой задачи – это реализация
технологии интеллектуального управления, интеллектуальная система управления. Все достаточно просто. Она позволяет нам администрировать наши меры, позволяет управлять нагрузкой и позволяет часть рутинной работы выполнять в автоматическом режиме. Результаты внедрения просто нас потрясли. Вот вы можете увидеть сейчас на экране, во-первых, сроки предоставления. Они снизились в 2 раза. Во-вторых, крайне важный для нас результат – это снижение количества ошибок, которые совершают наши сотрудники. Здесь впечатляющие результаты. Это в 10 раз. А соответственно, в 10 раз снизились и жалобы наших жителей на сроки и на нашу работу. Ну и, конечно же, у всех стоит задача по производительности труда, и мы, как государственные служащие, тоже ее выполняем. И здесь очень эффективные результаты. Практически в 4,5 раза у нас выросла производительность труда на одного нашего сотрудника. Второй наиболее яркий пример. Мы, как команда управленцев, часто сталкиваемся с задачей такой рутинной, сложной и не очень приятной. Это как анализ всех наших процессов. Вот представьте, в нашем ведомстве 100 мер, как я уже сказала. Это 1 миллион обращений, это 28 каналов поступлений, это 280 сценариев. Если бы мы решили изучить все эти процессы, то нам на это потребовалось бы 2 года. При этом наша команда не выполняла бы основную функцию, а исключительно проводила анализ и исследовала эти процессы. Решить эту задачу точно так же нам помог искусственный интеллект. Платформа процесс-майнинга, а если сказать проще, это автоматический анализ и оптимизация всех процессов нашего ведомства, заняла у нас 3 недели. И уже через 3 недели мы, как управленцы, имеем возможность принимать решения на основе данных. Нам ярко видны все возможности для дальнейшего улучшения нашей работы. И это точно позволит нам еще в 2 раза сократить срок предоставления мер поддержки и сделать работу нашу более качественно и в срок. Соответственно, получить удовлетворение наших жителей. Накопленный опыт позволил нам сейчас приступить к работе с генеративным искусственным интеллектом. И это как раз 3-й из наших примеров, который мы сейчас реализуем в нашем регионе. Очень хочется, чтобы житель, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, получал поддержку быстро и своевременно, а не искал различные возможности. Очень хочется, чтобы наш сотрудник быстро и качественно выполнял эту работу. И я уверена, что технологии генеративного искусственного интеллекта именно для этого и предназначены, уже часть которых реализуется у нас. В следующем году мы планируем полностью перевести работу в части взаимодействия с нашим жителем, уточнения, помощи в подаче заявления на эту технологию. И я уверена, что будет много ярких результатов. Искусственный интеллект, дорогие друзья, помогает нашему жителю, гражданину реализовывать свои права быстро и качественно. Ну а нам, как государству, давать возможность предоставлять помощь именно там, где она сейчас необходима. Спасибо. Я хочу вас, во-первых, поздравить, и вас, и руководство области с тем, что вы делаете по этому направлению. И о результатах вы только что сказали. Так и нужно продолжать, безусловно, в будущем. Хотел бы только для аудитории добавить, что использование информационных технологий в государственном управлении в России набирает обороты и дает действительно в целом по стране, так скажем,
хороший результат. У нас, безусловно, являемся одними из лидеров в мире по оказанию госуслуг с помощью современных технологий. У нас где-то свыше 130 миллионов пользователей, как ни странно. То есть это приближается к количеству граждан Российской Федерации. Это очень большой процент. Свыше 130 миллионов это точно. И вот в Липецкой области коллега сказала 100 видов услуг. В целом по России это около 200 видов услуг оказывается органами власти в электронном виде. И это очень неплохой результат, но, безусловно, нужно двигаться, и мы будем это делать, будем двигаться по этому направлению вперед. Сказано было, и я полностью присоединяюсь, скорость получения информации, обработка этой информации, а значит и своевременное принятие решений, а также обратная связь с реципиентами, с получателями этих решений крайне важны для повышения качества деятельности всего государственного аппарата. Мы так и будем делать. Герман Оскарович Греф говорил об этом еще лет 5 назад. Это точно. Мне много раз сказал, в правительство выходил с этим многократно. В целом и Сбер здесь помогает, но и вкус к применению подобных методик, подобных возможностей, он появляется у руководителей регионов Российской Федерации. И мы всячески будем это поддерживать с федерального уровня. Спасибо. Вам успехов. Последняя тема нашей сегодняшней дискуссии, один из топов, исходя из обращений жителей страны к президенту, это медицина. Здесь тоже надо сказать, что в России очень много делается в этом направлении. Все, что сегодня было продемонстрировано, Владимир Ильич, вам на выставке, в части приборов современных для удаленного мониторинга и так далее, все это делается в очень плотной координации с правительством. Минздрав очень много внимания этому уделяет. Мы получаем первыми сертификаты на изделия, которые в некоторых странах и не приступили к сертификации. Это дает возможность, конечно, и врачам, и исследователям экспериментировать и находить новые способы оказания медицинской помощи. И я хотел бы попросить, все говорят, что медицина – это следующий прорыв в области искусственного интеллекта, что в ближайшие 10 лет в медицине мы пройдем такой же путь, как прошли за последние 100 лет. И это не безосновательно. Я хотел бы попросить рассказать об и разработках в медицине доктору Виктору Гомболевскому. Он кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта. Виктор, пожалуйста. Владимир Владимирович, Герман Оскарович, добрый день. Я врач и ученый, который занимается искусственным интеллектом в здравоохранении. И сегодня я расскажу про 3 направления, где искусственный интеллект помогает. Доступность, качество и то, как он влияет на создание новых лекарств. Ну, давайте начнем с того, что самая главная причина смерти всех людей во всем мире – это сердечно-сосудистые заболевания. Да. И сегодня мы хотели бы побороться с этой проблемой. Есть исследования, которые показывают, что, применяя искусственный интеллект, можно снизить количество тех людей, кто выявляется поздно, то есть сместить раннюю стадию выявления этих заболеваний вперед. Как это можно сделать? В этом году GigaChat сдал экзамен на врача. И я сам присутствовал при этом. И как бывший студент медики, я, признаюсь, был реально впечатлен этим результатом. Но что будет дальше? В следующем году планируется, что GigaChat сдаст аккредитацию по 20 основным специальностям в области медицины, используя наших стратегических партнеров Алмазовский центр, Сеченовский университет. Мы в Айре из БРМТИ, используя технологию GigaChat, создали цифрового помощника для пациента. Фактически он будет общаться, собирать данные и предлагать того врача, к которому нужно обратиться.
Сегодня эта технология будет пилотироваться и запускаться на базе Сбермет-ИИ. Приведу пример, как это может работать. Один из коллег заболел, обратился в больницу, где ему назначили лечение, установили диагноз, и лечение не приносило желаемых результатов. Он в качестве теста обратился к цифровому помощнику, загрузил туда те результаты, которые были жалобы, и у него предложили, что обратитесь к эндокринологу, потому что есть вероятность диагноза гипертиреоз. Он так и сделал, этот диагноз подтвердился, этот человек сегодня лечится от этого заболевания. Это демонстрирует то, как такие технологии могут увеличить доступность. Давайте перейдем к качеству. Количество диагностических исследований постоянно увеличивается. Например, в Москве каждый год увеличивается количество томографий где-то на 14%. А врачей недостаточно. Всемирная организация здравоохранения говорит нам, что через 5 лет дефицит медицинских кадров в мире будет составлять 10 миллионов человек. Конечно, эта проблема должна иметь хоть какое-то решение. Искусственный интеллект — это один из путей к решению этой проблемы. Сегодня в каждом регионе Российской Федерации есть медицинский искусственный интеллект. А в этом году при сотрудничестве Министерства здравоохранения Российской Федерации и правительства Москвы стартовал проект МОС-МЕД-ИИ, который заключается в том, что из огромного эксперимента, московский эксперимент, отбираются сервисы искусственного интеллекта по критерию безопасности, наличия регистрационного удостоверения и качества. И сегодня они доступны в каждой медицинской организации в России. Сегодня уже более 75 субъектов Российской Федерации подали свои заявки на подключение к этой платформе. Как это работает? Смотрите, пациент приходит в медицинскую организацию, выполняет диагностическое исследование. Это исследование анонимизированно отправляется в МОС-МЕД-ИИ. Там направляется к тому сервису искусственного интеллекта, который был заранее выбран этим регионом. Результаты сразу же возвращаются к врачу, присоединяясь к оригинальному исследованию, чтобы врач видел изображение с подсказками и текст, сформированный на основе тех находок, которые обнаружил искусственный интеллект. Скажу вам, как врач-рентгенолог, это по-настоящему влияет на то, что мы сокращаем простые задачи, фокусируя внимание на когнитивно сложных. На примере Красноярского края был проведен такой проект. Взяли 10 тысяч исследований компьютерной томографии, грудной клетки, которые выполнялись сравнительно давно, проанализировали их одним алгоритмом искусственного интеллекта, пригласили этих пациентов, что в итоге привело к 100 выявленным ракам легкого, в том числе тех, которых не были, естественно, раньше обнаружены, на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно, а выживаемость таких людей 90%. Это демонстрирует, как такие технологии могут влиять на качество. Давайте перейдем к тому, как эти технологии могут влиять на сокращение времени разработки лекарств. И сегодня при инфекционных, бактериальных заболеваниях микроорганизмы постепенно вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Проблема глобального масштаба. Обычно для разработки лекарств нужно огромное время. Обычно есть сухая фаза, требующая огромного количества подбора молекул, чтобы они имели определенные свойства. Вторая – это мокрая фаза. Но важно, что на сухую фазу уходят года. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют значительно сократить это время как минимум в 4 раза. На примере не так давно был открыт вообще новый класс антибиотиков. Эти технологии помогают менять это направление к лучшему. Говоря о технологиях, я скажу, что в этом году АИРИ и Сбермет-ИИ создали первую отечественную фундаментальную модель. Это сильно отличается от того, к чему обычно привыкли смотреть об искусственном интеллекте. Что происходит? Эта технология способна самообучаться на большом количестве данных разных типов. Не просто изображение, текст, другие сигналы, а целиком брать эти данные и формировать результат. Это сильно сокращает время на создание новых технологий. И сегодня мы такую фундаментальную модель передали экспертам Департамента здравоохранения Москвы. Они прямо сейчас
проводит хакатон по тестированию этой технологии. Но когда мы говорим, что есть сокращение времени, по-настоящему это шаг в сторону сильного искусственного интеллекта. Но уж когда мы говорим про такие новые технологии, у нас всегда возникает недоверие. В этом году Министерство здравоохранения выпустило кодекс этики по здравоохранению для применения искусственного интеллекта. И это направлено на то, чтобы защищать людей от ошибок и вызывать доверие у врачей применения таких технологий. Ну вот я рассказал о том, как эти технологии влияют на доступность, качество лечения и меняют нашу жизнь к лучшему. Но самое главное — на здоровье. Чего я вам и желаю. Спасибо. Наверное, о применении возможностей искусственного интеллекта в российском здравоохранении лучше меня рассказывал министр здравоохранения, который вот напротив меня сидит здесь, Михаил Альбертович. Он, когда приходит ко мне, очень часто затрагивает эти темы. Ну, или схожие с ними, и искусственный интеллект применительно к возможностям медицины, к растущим возможностям медицины тоже. Безусловно, здесь все, ну не все, но очень многое основано на скорости анализа больших данных, которые получаются или могут быть получены и должны быть исследованы в отношении конкретного пациента, конкретного человека. И такая возможность с развитием искусственного интеллекта, она будет возрастать, а значит, ее нужно использовать. Здесь, конечно, много вопросов возникает такого морально-нравственного свойства, вы об этом вскользь упомянули, и прежде всего это связано, конечно, с защитой данных. Но доктор, так же, как и священник, у него есть свои моральные обязательства в отношении пациента. И все бывает в жизни. Но, как правило, в российской медицине люди придерживаются этих принципов и защищают интересы своих пациентов. Но вот когда речь идет о сборе больших данных, то здесь, конечно, нужны соответствующие способы защиты при обмене данных, при их накоплении, и при передаче и так далее. Это естественно. Но, безусловно, здесь специалисты понимают, что искусственный интеллект очень будет помогать в ранней диагностике, и помогает в ранней диагностике, а значит, и будет помогать в дальнейшем лечении, предотвращении тяжелых последствий после перенесенных заболеваний. Вы сказали и о новых лекарствах, тоже очень важно, и молекулы эти изобретать. И очень приятно слышать, что мы и новые поколения антибиотиков можем теперь использовать, поскольку скорость, повторяю еще раз, и обработки нужных направлений исследования новых, нужных материалов к исследованию возрастает и дает ускоренный результат. Лучше бы было бы, если бы с помощью искусственного интеллекта нам когда-то вообще удалось бы отказаться от антибиотиков. Хотя, наверное, пока без этого не обойтись, но в этом направлении вполне с помощью искусственного интеллекта можно двигаться, и когда-то и это станет ненужным. Если своевременно реагировать на то, что происходит с человеком, с его здоровьем, в том числе и на генетическом уровне. Вот эти исследования в высшей степени важны, интересны. Можно аккуратно, конечно, здесь тоже очень много вещей, связанных с морально-нравственной стороной, использовать генотехнику, геноинженерные возможности, тоже с помощью искусственного интеллекта, и добиваться фантастических результатов. Но вот мы, когда говорим о цифровом профиле каждого конкретного человека, сейчас мы все шире и шире стараемся использовать эти возможности. Нужно потом сделать и следующий шаг. Нужно создавать такой цифровой профиль в области медицины в общенациональном масштабе для всего российского здравоохранения. Но это все дело будущего, но в целом закладывать такие кирпичики в фундамент нашего здравоохранения нужно, конечно, сейчас. Надеюсь, так оно и будет. Спасибо.
Большое спасибо, Владимир Владимирович. Искусственный интеллект – ключевая технология 21 века. Как любая новая технология, несущая в себе огромный потенциал, но и риски. И 5 лет назад здесь на конференции был создан Российский альянс искусственного интеллекта, в который на сегодняшний день уже вошли более 800 российских компаний. И все они подписали в том числе кодекс этики при разработке искусственного интеллекта. Вот сейчас, сегодня, по инициативе Российского альянса искусственного интеллекта, здесь рождается следующий уровень кооперации. Это международный альянс. Он объединяет национальные ассоциации в сфере искусственного интеллекта со всего мира. На сегодняшний день, Владимир Ильич, в этом зале у нас находится 15 ассоциаций, которые согласились подписать соответствующий меморандум о создании Международного альянса в сфере искусственного интеллекта. И 13 представителей сегодня готовы его подписать. Поэтому разрешите прямо сейчас стартовать эту процедуру. Коллеги подпишут, и сегодняшний день войдет в историю как начало жизни нового альянса, где исследователи из 15 стран объединятся для того, чтобы работать с рисками новой технологии. И это нужно признать, и ответственное отношение всех разработчиков, в особенности крупных компаний, которые разрабатывают фундаментальные модели, они обязаны думать об этом. Они обязаны думать о том, как преодолевать в том числе использование искусственного интеллекта в преступных целях. Мы сегодня говорили о фейках, о том, что, к сожалению, бандиты с использованием искусственного интеллекта через мессенджеры проникают в кошельки граждан. И, конечно, наша ответственность в том числе создавать такие системы, когда это будет невозможно. И сегодня 15 стран объединяются для того, чтобы сделать эту работу открытой, прозрачной. И, как говорят специалисты, чтобы искусственный интеллект был выровненным, чтобы он был адекватным тому состоянию общества и тем запросам общества, которые сегодня существуют. Разрешите начать церемонию, Владимир Ильич? Пожалуйста, с удовольствием. Коллеги, прошу вас. Уважаемые участники конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», приветствуем представителей национальных альянсов и институтов развития искусственного интеллекта из 13 стран: Азербайджанская республика, Республика Беларусь, Федеративная республика Бразилия, Республика Индия, Республика Индонезия, Китайская Народная Республика, Республика Куба, Королевство Марокко, Российская Федерация, Республика Сербия, Республика Чили, Демократическая Республика Эфиопия, Южноафриканская Республика. Прошу вас взять планшеты и выразить согласие вступить в Международный альянс в сфере искусственного интеллекта. Дорогие друзья, я хочу всех вас поздравить с началом работы Международного альянса искусственного интеллекта. И в первую очередь страны БРИКС, большая часть которых сегодня здесь присутствует. И я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы сегодня приняли участие, прилетели, издалека прилетели на конференцию, отработали документ, и сегодня он подписан. Я хочу поблагодарить всех участников, всех членов Альянса, которые вложили большую толику своего труда в то, чтобы это событие состоялось. Владимир Ильич, хочу поблагодарить вас за неизменное внимание к развитию технологий в нашей стране и пообещаю, что мы сделаем все, чтобы наша страна была на передовых рубежах. Спасибо вам большое, господин Греф, Герман Оскарович, за организацию этих мероприятий. Спасибо нашим друзьям и гостям сегодняшнего форума. Поздравляю вас с заключением этого соглашения по созданию альянса. Чем больше альянсов, тем лучшее будущее всех нас ожидает. И вы сегодня сделали еще один шаг
для того, чтобы это лучшее будущее человечества обеспечить. Благодарю вас и поздравляю. Спасибо большое. Сегодня, 11 декабря 2024 года, в присутствии президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Международный альянс в сфере искусственного интеллекта начал свою работу. Поздравляем всех членов альянса!